Индейская деревня была окутана утренним туманом, солнце начало вставать из-за деревьев. Воздух был свежим и чистым, вдалеке слышалось щебетание птиц. Деревня была спокойным местом, где соплеменники жили в гармонии с природой. В центре деревни располагалась большая площадь, где соплеменники собирались для обсуждения важных дел. В этот момент вождь, мудрый и уважаемый человек, созвал встречу с воинами племени. Среди них был и Теку, бесстрашный и умелый молодой воин. Теку был известен своей храбростью и мастерством в охоте и пользовался уважением всех членов племени. Вождь, мужчина средних лет с седыми волосами и мудрыми глазами, встал и начал говорить. «Товарищи, наше племя столкнулось с серьезной проблемой», — сказал он твердым и властным голосом. «Некоторые из наших свиней и коз исчезли, и мы не знаем, кто или что несет за это ответственность». Воины обеспокоенно переглянулись. Потеря животных была серьезной проблемой, так как они имели решающее значение для выживания племени. «Нам нужен кто-то, кто расследует и разгадает эту тайну», — продолжил начальник. «Кто-то, кто храбр, опытен и решителен». Теку шагнул вперед, готовый принять вызов. «Я готов, Касик», — сказал он твердым и решительным голосом. «Я собираюсь выяснить, что происходит с нашими животными». Шеф серьезно посмотрел на него. «Будь осторожен, Теку. То, что вы найдете, может быть опасным. И помните, что вы не одиноки. Племя рассчитывает на вас». Теку решительно кивнула. «Не волнуйтесь, шеф. Я буду защищать наше племя». Воины собрались вокруг Теку, желая ему удачи в его миссии. Теку чувствовал гордость и ответственность, зная, что племя рассчитывает на него. С этими словами Теку отправился на свою миссию, готовый встретить все, что встретится на его пути. Он знал, что это будет трудное испытание, но он был полон решимости разгадать тайну и защитить свое племя. Пока он шел, Теку думал о возможностях. Кто или что могло стоять за исчезновением животных? Было ли это диким животным, соперником племени или чем-то более зловещим? Теку знал, что ему нужно быть готовым ко всему. Он нес свой лук и стрелы и был готов защитить себя в случае необходимости. В то же время Теку испытывал чувство азарта и приключений. Он собирался отправиться в неизвестное путешествие, и ему не терпелось узнать, что его ждет. Обладая решимостью и мужеством, Теку продолжал идти, готовый принять вызов, который его ждал. У членов племени, видели ли они что-нибудь подозрительное? Он знал, что племя было сплоченным сообществом, и что все хорошо знали друг друга, поэтому вполне вероятно, что кто-то что-то видел или слышал. Теку стал спрашивать старейшин племени, которые обычно обладали большими знаниями и опытом. Он подошел к одной из старейших женщин племени, пожилой женщине по имени Канак, которая сидела перед его домом и ткала ковер. Канак была мудрой и уважаемой женщиной в племени. Она прожила много лет и многое повидала. Теку знала, что у нее может быть ценная информация. «Канак, ты видела или слышала что-нибудь странное за последние несколько дней?» — спросил Теку, сидя рядом с ней. Канак перестал плести и задумчиво посмотрел на Теку. «Да, Теку. Вчера вечером я увидел что-то странное. Я собирал фрукты возле реки, когда услышал громкий шум. Казалось, что в воде что-то движется». Теку заинтересовался. «Как ты думаешь, что это было?» Канак покачал головой. «Не знаю, но мне показалось, что это что-то большое». И запах стоял, запах смерти. Теку почувствовал дрожь по спине. Он знал, что река – опасное место, особенно ночью. Но он также знал, что Канак не была женщиной, которую легко напугать. «Спасибо, Канак», – сказал Теку, вставая. «Это хорошая зацепка. Я собираюсь продолжить расследование». Канак кивнул. «Будь осторожен, Теку. Река может быть опасной». Теку улыбнулся. «Не волнуйся, Канак.
«Я готов». На этом Теку попрощался с Канаком и продолжил свое расследование. Он знал, что река была важным местом для племени, и что все, что там происходит, могло повлиять на каждого. Теку пошел к реке, думая о том, что сказал Канак. Он знал, что река – место необычайно красивое, но и очень опасное. Ему нужно было быть готовым ко всему. Прибыв к реке, Теку заметил, что вода была спокойной и спокойной. Он не видел ничего странного, но знал, что это не значит, что там ничего нет. Теку начал идти по берегу реки, выискивая любые признаки чего-то странного. Он знал, что ему нужно быть терпеливым и осторожным, так как река была местом, где все могло быстро измениться. Пока он шел, Теку думал о племени и о том, что происходит. Он знал, что племя переживает трудные времена, и что они нуждаются в его помощи. Теку был полон решимости разгадать тайну и защитить племя. Он знал, что это будет нелегко, но был готов принять любой вызов, который ждал его впереди. Чего-то странного. Солнце начинало садиться, и дневной свет становился все слабее и тусклее. Теку знал, что ему нужно быть осторожным, так как река была опасным местом, особенно ночью. По мере прогулки Теку заметил, что растительность вокруг реки становится все более густой. Деревья стояли ближе друг к другу, а кусты выше. Теку знал, что это знак того, что он приближается к месту, где природа более дикая и опасная. Внезапно Теку услышал шум в воде. Он подошел к берегу реки и посмотрел в воду. То, что он увидел, заставило его застыть от страха. Стая пираний стояла в воде, их чешуя блестела в лучах заходящего солнца. Теку отошел от берега реки, зная, что ему нужно быть осторожным. Он не хотел, чтобы на него напала стая голодных пираний. Уходя, Теку заметил, что пираньи плывут к чему-то, что плавает в воде. Теку снова подошел к берегу реки и посмотрел в воду. То, что он увидел, заставило его почувствовать дрожь по спине. В воде плавал большой кусок мяса, и к нему плыли пираньи. Теку знал, что ему нужно провести дальнейшее расследование. Он подошел к берегу реки и посмотрел в воду, ища какие-либо признаки того, что могло стать причиной смерти животного, которое плавало в воде. Присмотревшись, Теку заметил, что на берегу реки виднелись следы чего-то большого. Они казались следами змей, но Теку не был уверен. Он знал, что должен быть осторожен, так как змей может быть поблизости. Внезапно Теку услышал шум позади себя. Он обернулся и увидел приближающегося кабана. Кабан был большой и, казалось, был в ярости. Теку приготовил свой лук и стрелы, готовый защищаться. Но прежде чем он успел выстрелить, на кабана напала огромная змея, которая вышла из воды. Теку был парализован от страха. Такого большого змея он никогда раньше не видел. Змей был огромным, с черной и белой чешуей, и красными глазами, которые, казалось, светились в темноте. Теку знал, что ему нужно уйти. Он повернулся и побежал, зная, что змей очень опасен. Он не хотел быть его следующей мишенью. Теку бежал так быстро, как только мог, зная, что змея идет прямо за ним. Он слышал звук змей, движущийся позади него, и знал, что ему нужно найти безопасное место, чтобы спрятаться. Через несколько минут бега Теку увидел вдалеке пещеру. Он побежал к пещере и вошел в нее, закрыв за собой вход. Теку стоял в темноте пещеры, прислушиваясь к звуку змей, движущейся снаружи. Он знал, что ему нужно найти безопасное место, чтобы спрятаться на случай, если змея решит проникнуть в пещеру. Через несколько минут Теку услышал звук удаляющейся змей. Он вздохнул с облегчением и начал исследовать пещеру. Пещера была большой и темной, с высоким каменным сводом.
Теку слышал звук текущей воды, доносившийся откуда-то из пещеры. Он пошел на звук воды и вскоре нашел небольшой водопад. Вода была чистой и прохладной, и Теку понял, что ему нужно пить, чтобы восстановить водный баланс. Пока Теку пил, он заметил что-то странное на стене пещеры за водопадом. Он подошел ближе и увидел, что это древняя надпись, сделанная древней цивилизацией. Надпись было трудно прочесть, но Теку удалось разобрать несколько слов. «Здесь покоится гигантская змея», — гласила надпись. «Она — хранительница леса, и ее нельзя беспокоить». Теку почувствовал дрожь по спине. Он знал, что увиденная им змея была той самой, о которой упоминается в надписи. И он также знал, что ему нужно найти способ победить ее, если он хочет защитить свое племя. Получив эту новую информацию, Теку понял, что ему нужно вернуться в свое племя и рассказать вождю о том, что он обнаружил. Он также знал, что ему нужно найти способ победить змею, прежде чем она причинит еще больше вреда. Теку решительно вышел из пещеры и направился обратно к своему племени. Он знал, что путь будет трудным, но был готов встретить любые испытания, которые встанут на его пути. Теку прибыл в свое племя и сразу же направился к вождю. Он рассказал вождю обо всем, что обнаружил в пещере, включая надпись, в которой упоминалась гигантская змея. Вождь внимательно выслушал его, а когда Теку закончил говорить, он встал и начал ходить по деревне. «Давайте соберем воинов», — сказал он. «Нам нужен план, как победить этого змея». Теку последовал за вождем, и вскоре собрались все воины племени. Вождь объяснил ситуацию и попросил каждого из них высказать свое мнение о том, как победить змею. Один из воинов, человек по имени Кана, предложил использовать отравленные стрелы, чтобы убить змею. Другой воин, мужчина по имени Тика, предложил построить ловушку, чтобы поймать змею. Вождь выслушал все предложения, а затем попросил Теку высказать свое мнение. Теку на мгновение задумался, а затем сказал: «Я думаю, нам следует использовать комбинацию всего этого. Мы можем использовать отравленные стрелы, чтобы ослабить змею, а затем построить ловушку, чтобы поймать ее». Шеф улыбнулся и сказал: «Я думаю, это отличный план. Давайте начнем работать над ним немедленно». Воины начали работать над планом, и через несколько часов они были готовы сразиться со змеем. Они собрались на берегу реки и во главе с Теку двинулись к пещере, где прятался змей. Пока они шли, Теку испытывал смешанные чувства. Он жаждал сразиться со змеем и защитить свое племя, но он также боялся. Он знал, что змей – грозный враг и что битва будет трудной. Но Теку также знал, что теперь он не может отступить. Он поклялся защищать свое племя и был полон решимости сдержать это обещание. С этой решимостью Теку повел воинов к пещере, готовый сразиться со змеем и спасти свое племя. Теку и воины прибыли в пещеру и приготовились к битве. Они знали, что змей – грозный враг и что им нужно быть готовыми к встрече с ним. Теку с луком и стрелами в руках повел воинов ко входу в пещеру. Они медленно приближались, прислушиваясь к звукам змей, движущейся внутри пещеры. Войдя в пещеру, Теку и воины увидели гигантскую змею, распростертую на земле. Он был огромным, с черной и белой чешуей, которая блестела в свете факелов, принесенных воинами. Змей поднял голову и посмотрел на Теку и воинов. Его красные глаза светились с такой интенсивностью, что у Теку по спине пробежали мурашки. Теку знал, что ему нужно действовать быстро. Он поднял лук и пустил в змею отравленную стрелу. Стрела с громким звуком попала в змею, но, похоже, она не причинила ей никакого вреда. Змея начала двигаться в сторону Теку и воинов. Они приготовились к битве, стреляя стрелами и метая копья в змея. Но змея была очень быстрой и ловкой.
Она с легкостью увернулась от стрел и копий и продолжила приближаться к Теку и воинам. Теку знал, что ему нужно думать быстро. Он вспомнил о расставленной ими ловушке и решил ею воспользоваться. Он крикнул воинам, чтобы они отступили, а затем выпустил стрелу в сторону ловушки. Ловушка с громким звуком захлопнулась, поймав змею. Теку и воины приблизились к ловушке, готовые нанести последний удар. Но как раз в тот момент, когда они собирались убить змею, ей удалось освободиться из ловушки. Она поднялась в воздух, открыв рот, готовая нанести удар. Теку знал, что ему нужно действовать быстро. Он поднял лук и пустил стрелу в змею. Стрела с громким звуком попала в змею, и на этот раз она больше не двигалась. Теку и воины приблизились к змее, глубоко дыша. Они выиграли битву и спасли племя. Но как раз когда они собирались отпраздновать победу, Теку услышал странный звук. Это был звук льющейся воды, но, казалось, он доносился откуда-то изнутри пещеры. Теку повернулся к воинам и сказал: «Я думаю, нам нужно это расследовать». Они согласились и вместе начали исследовать пещеру, выискивая любые признаки опасности. Теку и воины пошли на звук бегущей воды и вскоре обнаружили небольшой водопад, скрытый внутри пещеры. Вода была кристально чистой и свежей, и Теку понял, что это важное открытие. «Это потрясающе», — сказал Теку, глядя на водопад. «Эту воду можно использовать для орошения наших полей и обеспечения племени питьевой водой». Воины согласились и начали углубляться в пещеру в поисках других источников воды и природных ресурсов. Вскоре они обнаружили, что пещера богата минералами и драгоценными камнями, которые можно использовать для укрепления экономики племени. Благодаря этим открытиям Теку и воины поняли, что нашли что-то очень ценное. Они решили, что пещера станет священным местом для племени, где они смогут найти убежище и ресурсы. Когда они вернулись в деревню, Теку и воинов встречали как героев. Племя было взволновано известием об открытиях в пещере и победе над змеем. Вождь подошел к Теку и сказал: «Ты настоящий герой, Теку. Твоя смелость и решимость спасли наше племя. Ты пример для всех нас». Теку был горд и благодарен за признание. Он знал, что поступил правильно и защитил свое племя. После победы над змеем и открытий в пещере племя начало процветать. Они построили новые дома и поля, и экономика племени начала расти. Теку стал уважаемым вождем племени, а его мужество и решимость запомнились многим поколениям. Он продолжал защищать и оберегать свое племя, всегда готовый встретить любой вызов, вставший на его пути. Итак, история Теку и племени подошла к концу, но наследие мужества и решимости Теку продолжало вдохновлять и мотивировать будущие поколения.